Zombie apocalypse. Всем привет, дорогие друзья! Hello everyone, guys! Welcome back to another music reaction video and welcome back to the channel. Это Неок Гейминг и это Неок с вами. Сегодня у нас, как и обещал, по нашему листу идем легенды рока, легенды 80-х Def Leppard. Новый сингл Kick. Решил сделать реакцию на аудио, на official аудио. Я думаю, на official клип YouTube не пустит, поэтому какой в этом смысл? Давайте сделаем на аудио, послушаем, разберем, посмотрим. Легенды 80-х, хард-рок, глэм-рок, глэм-метал, хэви-метал. То есть культовая группа 80-х. Вот это основа, так сказать, столпы вот этой классик рока, зал славы, на чем у людей как бы принято ассоциировать рок. Вот именно с такими ребятами, да. И еще, говорится, с десяток другой рок культовых групп. Но сегодня у нас британцы. Давайте послушаем. Первая моя реакция на канале, на Def Leppard. У нас был Юрахип, у нас был Deep Purple, у нас был Scorpions из абсолютных легенд, да. Что у нас еще было? У нас было каверы там на Оззи Осборна и так далее. То есть у нас были легендарные группы. Ну, больше в основном современные истории. Но здесь, как говорится, вспышка небольшая из прошлого. Новый хит. Смотрим, слушаем. Поехали. Def Leppard. Kick. 3, 2, 1. Поехали. That way. I don't wanna kick your habit, 'cause you never quit. I gotta have it. I don't wanna kick your habit, 'cause you never quit. I gotta have it. So won't you give me some more? Чувствуется, да, чувствуется вот это вот стиль 80-х. Говорится, трава была зеленее, музыка была лучше. Вот это вот ностальгия, да. Особенно, я же говорю, можно не только этих ребят сюда приписать, можно любую культовую группу тех времен взять, прослушать современные треки, допустим. Давайте так, давайте без допустим. А здесь вот, да, точнее не допустим. Что я хотел сказать вообще? Давайте так. По поводу самого Def Leppard. То есть ребята, группы, которые со временем, старые группы легендарные, которые со временем меняют стиль, немножко приспосабливаются современным реалиям, современные тенденции, современные мелодии, там, и так далее и тому подобное.
Но здесь четко, ясно, слышно вот этот вот коронный стиль тех времен, того времени, который не уходит, который остается вместе с группой. И ребята кайфуют от того, что они делают. Кому нравился тот стиль? Очень много людей. Ходит мнение, какая эпоха там музыки лучше, там 70-е, 80-е, 90-е, там нулевые. Сейчас, которые там, то есть фанаты тех времен скажут, что это прям супер топ. Мне лично, да, как в принципе поклоннику всех сказать, чтобы там есть какой-то отдельный, да, у меня промежуток времени, который прям вау, да, ну, скорее всего, выделится больше всего начало нулевых, потому что в те времена я еще не родился, не жил, а вот начало нулевых, да, вот лично для меня и для многих, наверное, вот моих ровесников, там, которым по 30 лет, для них именно тот промежуток, связанный там с Линкин Парком, там и так далее, вот этими всеми ребятами, там Evanescence, и можно перечислять бесконечно группы, которые в начале нулевых выстрелили и взорвали просто индустрию. Но здесь можно, я думаю, люди из тех времен сказали бы так же самое и про эти группы. Однозначно, потому что до того, допустим, до того, как именно эти группы появились, была одна история, да, там стиль там 70-й, там немножко другая. В 80-х появилась другая стилистика. 90, ну, то есть в каждом поколении что-то новое. Сейчас у нас совсем другая история, да? Немножко даже, можно сказать, спад плюс, так говорится, утверждение, закостенение каких-то стилей, каких-то направлений, укрепление, можно сказать. Там были инновации, там было каждые пару лет какая-то инновация, какой-то жанр новый, бах, бах, бах. И от того чувствуется, что это было впервые, там люди, которые жили в той эпохе, вам скажут, что это лучше всех, потому что при них это появилось, они это лицезрели, они это слушали, и для них это было первое. И что очень часто, что первое впечатление всегда самое такое незабываемое. И здесь, вот говорится, вот с такой музыкой, в таком стиле, очень-очень классном стиле, ребята исполняют свой новый хит. Только снять перед ними шляпу остается. Поехали дальше слушаем. That way. I don't wanna quit, quit your habit, 'cause you never quit, I gotta have it. I don't wanna quit your habit, 'cause you never quit, I gotta have it. So won't you give me some more? И еще один момент хотел. Очень напоминает вот этот вот байкерский какой-то, да, стиль, байкерский рок, вот ты по бездорожью, на мотоцикле, на Харлее, там, на чем угодно
едешь там в экипировке соответствующей под такую музыку. Мне кажется, очень сильно подойдет. То есть тогда, вот в те времена, вот вся такая музыка была, что она именно создана под вот этот вот образ байкера, вот этот Flapper, там какой-нибудь ZZ Top, очень много разных тоже крутых групп. Я же говорю, перечислять можно очень много. Вот так вот, что первое это на голову взбрело, то и говорю. И мне кажется, этот образ будет нестись дальше, 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 дальше. Он не умрет. Вот кто-то сделал вот этот образ именно байкера, байкер, рок вместе, да, ассоциировал один с другим. И этот образ будет нестись сквозь поколения. Мне кажется, это очень круто. Очень круто. Вот эти все съезды, встречи вот именно под такую музыку изначально были. Сейчас, может быть, это будет что-то другое. То есть в наше время. Но изначально это было вот именно под такой стиль музыки. Посмотрим, как будет дальше. Поехали. Классно. Как обычно, похлопаем ветеранам. Клево. Клево все сделали, все исполнили. Я же говорю, много уже сказал в паузе. Добавлять лишнего ничего не буду. И так уже, я же говорю, сказано мною. Было очень много комплиментов выдано этому стилю и ребятам достатки. Пускай продолжают, пускай делают, то, что умеют. Люди будут это ценить, люди будут приходить на стадионы до тех пор, пока, мне кажется, они смогут выступать на них, да. И честь им за это и хвала. Вот такая вот реакция от меня, как обычно. Подписывайтесь YouTube, Twitch, Instagram, Telegram, Trovo. От себя хорошего настроения, добра, здоровья, счастья, мирного неба. Самый главный пункт. И увидимся в следующий раз. С вами был Это Не Ок. Пока.